Всем привет из Аверят, пока еще из Аверят. Это непростое видео, непростой разговор. Этот видеосюжет выйдет, возможно, в этом году, в 21-м, возможно, в 22-м, я не знаю. Но я хочу его записать, чтобы это как память какая-то была. Немножко рассказать об этой ситуации, об этой истории и как все начиналось. Смотрим на телефон. Не знаю, насколько хорошо видно. 24 июля 2011 года. Это день, последний день для меня, когда я нахожусь в Аверятах. Что бы это могло значить, спросите вы. Ну, вы уже, наверное, предыдущие сюжеты посмотрите. Это видео выйдет позже, намного позже. Это значит, что 25 числа, завтра, я улетаю. Пермь, Москва. Москва-Лондон, потом еду на такси до железнодорожного вокзала. Позже я еду на поезде, все билеты уже куплены, все круги ада пройдены. Я уезжаю в сторону Манчестера, Блэкборн. У меня там очень хорошие друзья, знакомые, которые позвали меня в гости. Сергей, приезжай, посмотри, поживи, потусуйся. Стоит, наверное, тебе задуматься о переезде в Англию. Как ты считаешь? Я считаю, что, возможно, да, они правы. Возможно, стоит. Солнышко с этой стороны вышло. Стоит. Поэтому я вот завтра уезжаю. Может быть, на месяц, может быть, на 2. Хочу пожить, посмотреть, присмотреться. Понять, насколько эта страна подходит для меня. Возможность легализации. Возможность сделать документы. Да, Летюш? Собаку как увезти. Очень-очень много вопросов, на которые у меня нет ответов. К сожалению, хорошие дела быстро не делаются. И сами знаете, что лучше раньше времени ничего не говорить. Об этой поездке знает Маша, ну, естественно. Теща, потому что она с нами живет. И все, больше никто не знает. Ни мама, ни папа у меня, ни соседи, ну, никто ничего не знает. Ну, естественно, те друзья, товарищи, которые меня принимают там в Англии. Я всем сказал, что я уезжаю в Тюмень. Обманул, по-честному. Честно говорю, что обманул, но выхода нету. Я не хочу раньше времени говорить, потому что даже турвизу я получил только со второго раза. Первый раз мне был отказ. Я уже потратил больше 100 тысяч рублей для того, чтобы улететь туда, чтобы посмотреть. То есть на визу, на документы, на билеты, на все-все-все я потратил, ну, вот под 100 тысяч рублей. Вроде бы так думаешь, все просто, на самом деле не все так просто. Поэтому я сказал, что я уезжаю в Тюмень на заработки. Поехал делать ремонт, отделку. На самом деле это неправда, я прошу прощения всех тех, кого я обманул. Ну, это ради благого дела делается. Постараюсь снимать какие-то сюжеты на тему, что будет происходить, как это будет происходить. Я думаю, что вам вот эти подробности, ну, то есть сейчас я вот уже как бы спокойно, уже без эмоций. Все уже прошел, все это сделал, подготовил полностью весь пакет документов. Ну и дальше постепенно буду снимать. Про турвизу я отдельно вам расскажу. Думаю, что не в этом сюжете, отдельное будет видео. Расскажу вам про тесты. Можно сейчас, в принципе, рассказать. Обязательно нужно тесты все эти делать от коронавируса. Прививку я поставил тоже по этому же поводу, что она нужна. В общем, все. Завтра уезжаю. Буду продолжать это видео. В общем, всего хорошего мне. Все будет отлично. Да, Летюш? Зайчик ты наш. Снимаем для истории. До января 22 года. Вот она, родная. Аж ручки трясутся. Да. Вот так вот. Только что вы посмотрели сюжет месячной давности, который снимался перед отъездом в Англию. И на тот момент были определенные планы, определенные чувства, определенные эмоции, определенные обстоятельства. Я вам сейчас хочу рассказать
Вообще, каким образом это все начиналось? Все это начиналось, наверное, в начале этого года. Я уж точно не помню, то ли январь, то ли февраль. Надо, чтобы все получилось. Будет новый проект, мотивация будет. Знаешь, как вдвоем, так это веселее работать. Ну и, в принципе, как какой-нибудь сделаем, не знаю, что-нибудь такое интересное. Ну, типа, там, сколько там, ну, смотря насколько ты, ну, приедешь, да, там, за какое-то время какой-то сделать, ну, какой-то там, как, ну, примеру, например, купить машину там, или там заработать там, не знаю, там 5-10 тысяч, 6 тысяч. Ну, какую-то планку надо поставить, и будем, такой будет, прикольно будет. Потому что, как бы, я так велико, ну, так, ну, я делаю, да, все делаю, но когда вдвоем, так, знаешь, и я думаю, что будет, ну, надо что-то интересное сделать. А то как-то уже скорости у меня упали, потому что, как ты говоришь, Лика, ничего не надо, ну, как бы, деньги, ну и ладно как-то, ну еще чего-то там. Ну, короче, как, расслабился, надо будет что-то замутить. Андрей, мой английский друг, ну, мы что-то с ним общались, он пригласил к себе поработать. То есть конкретно, говорит, приезжай, поживешь, поработаешь, заработаешь денег. Вот приедешь, тогда поглядишь, тебе будет очень-очень все интересно. И самое главное, что когда ты приедешь, ты сразу перешагнешь на очень большой уровень. Это считай, как все пошли в первый класс, а ты в шестой. Ну, типа вот такого варианта. Ну, просто сразу будут такие знакомые здесь там англичане и районы такие хорошие и не бедные. Ну, вот сейчас стопудово тебе надо дергать. Как быстрее сделаем, быстрее приедешь. Ну вот, это будешь. Тебе будет продвижить такой, ну как, толчок вперед очень сильный, потому что, ну, ты не будешь как вот, как все приезжают, начинать с нуля. Ты будешь сразу начинать с такого высокого класса. Ну, это классно будет. Ну, супер. Тебе надо как-то обязательно до сентября добраться до нас. Потому что я потом сейчас разгребу маленько, а потом я опять не успею все равно. Это я какую-то оттяжку делаю. Это, ну, и что ты зацепишь, я думаю, те 2 ванны. Потому что я ему только одно обещал. Но и потом эта кухня, это надо оперативно за неделю почти бахнуть. За 10 дней, ну, не неделю, больше. Потом еще одну ванну надо. Это родителям Харит. Потом они тоже куда-то едут. Им надо сделать. Так что это вот как-то надо быстрее, тебе быстрее приезжать. Посмотришь на Англию, если понравится, будем делать документы на рабочую визу, и чтобы потом уже переехать туда с семьей. Мы сейчас будем искать серьезного дядьку, юриста, да, вот тот, кто он сказал, может, ну, тоже посоветует, и кто этим занимается уже, чтобы нормально было. И надо собирать документы довольно-таки, ну, сразу, и просто уезжать, пока не поздно. Ну, сейчас у него закончатся эти экзамены, и, ну, там, с дяденькой с этим, там он разговаривал, и будем искать нормального юриста, который может сразу все документы подготовить на переезд. Ну, можно будет и туристическую добить визу, да, ну, пусть будет. Будем постараться сейчас делать документы на переезд. Не, может, сразу бумаги на переезд надо делать всем сразу, да? А даже если по бабкам там фигня, если тебе что-то не хватит, я тебе добавлю, не переживай. Андрей, он из Латвии, у него жена Светлана, сын, взрослый уже где-то 25 лет, Дима, и Роберт, младший сын, 16-17 лет где-то так. Они уже живут порядка где-то 12 лет в Англии. Ну, думаю, почему бы мне не попробовать, потому что в жизни что-то надо менять, к чему-то стремиться, ставить какие-то новые для себя цели, задачи. Думаю, это, в принципе, неплохая идея, и нужно обязательно попробовать это сделать. Вот такая кухня, которую ее надо переделать. Вот эта старая внизу, ее надо выкинуть, потому что она уже все старая.
кухня. И там план, там 3,5 на 5. Там теплые полы, кухня, ну, все это. Вот это вот на август. Это будет твоя уже работа. Ну, это самое, я так прикидывал, тут даже кухню. Там есть сроки. Короче, 10 дней. За 10 дней надо ее сделать полностью. С мебелью, с теплыми полами, ну, электрическими полами. Ну, и я так еще не считал по деньгам. Ну, где-то стартовая будет за работу начиная от 3000 фунтов. Ну, это будет работа. Ну там это минимум. Вся подготовка началась где-то в марте. То есть с марта месяца я уже планировал отъезд в Англию. С первого раза визу мне не дали, туристическую. Дали только со второго раза. Это было в июне. В июле это было даже. Потому что в июле я и уехал. И вот планово с начала года я уже готовил свое хозяйство к тому, что немножко нужно будет подсократить девочкам, чтобы сильно тут не напрягаться. Надо было все подготовить. Это первое. Второе, это была подготовка по документам. Ну, там процедура тоже не слишком простая и несложная. Ну и третье, что мысленно, морально собирался, думал, что как, представлял себе, что же там будет меня ждать в этой Англии. Ну да, надо сейчас это... Нет, это в сентябре, потому что в сентябре он уезжает там куда-то на круиз или еще куда-то там. И на 2 недели. Он не хочет, чтобы типа там за 2 недели, пока его нет, все сделать. Ну, там кухня такая, это реально, можно все сделать. Да, работа это самое выстрелила, конечно, много. Но сейчас где-то по деньгам работа висит на 10 000 фунтов. Вот это вот сделать 3 ванны, кухню, да, и этому, ну, там с этому парню, да, где-то будет десятка, может больше. Ну, минимум 10 тысяч на 10 тысяч. Это только работа. Ну, теперь у вас есть первоначальное представление о том, что планировалось. То есть я должен был уехать по турвизе, поработать, заработать денег, вернуться домой и уже с пониманием, какой пакет документов или уже подготовленными документами. То есть я должен был собрать полностью всю информацию, что нужно для того, чтобы получить рабочую визу. И спокойно руки в ноги и ехать в Англию уже с семьей. То есть сразу и Маша, и Верочка. То есть дом подготовить к аренде какой-то, найти работу какую-то. Ну, работа там, как вы понимаете, навалом, да. Ну, в общем, все вот это нужно было сделать. И потом уже только возвращаться обратно. Ну, что-то пошло немножко не по плану. Об этом вы обязательно узнаете. Следующий сюжет будет о том, где именно я был в Англии, в каком городе я жил, где работал и вообще чем занимался. Ну а на этом мы сегодня с вами будем прощаться. Всем спасибо за внимание. Обязательно пишите ваши комментарии, что вы думаете, что вообще как вам эта вот вся атмосфера, первоначальная обстановка и вообще какие у вас мысли по поводу всего этого. Я все буду обязательно читать и отвечать на какие-то дополнительные вопросы. Все. Удачи. Пока-пока.